Система или планетарное сознание, в религиях Бог, состоит из сознаний всех живых организмов и не существует нигде помимо этих сознаний. Поэтому если мы все являемся частью системы, то в каждом из нас должна быть часть системы. В религиях это называется Божьей искрой. Зона воздуха связана с будущим временем, поэтому и системная информация связана с будущим состоянием системы. Являясь массивным объектом, система обладает инерцией и, следовательно, не может мгновенно менять свое состояние. Любой процесс в системе имеет предшествующую часть, связанную с накоплением изменений, которые и приводят к изменениям последующим. При этом системная информация обладает свойствами голограммы или генома. Так, каждая часть голограммы содержит в себе всю картинку и геном в каждой клетке организма. И если получить доступ к системной информации, можно прогнозировать будущее состояние системы во всех ее точках. Предположим, что воплощения личности могут иметь место не только в прошлом, но и в будущем. Однако в магии используется многомерная модель мира, в которой прошлое, настоящее и будущее существуют одномоментно. Высшие союзники существуют уже сейчас, но эти личности сформированы в будущем и несут в себе информацию о нем. Поэтому при контакте текущего сознания личности с высшими союзниками можно получить информацию о событиях субъективного будущего. Стихия воздух связана не только с временем будущего, но и с его многовариантностью. Пятое измерение, расширение времени, порождает параллельные миры, многовариантность течения процессов. Поэтому в зоне воздуха находятся не только высшие союзники, но и отражение конкретной личности в параллельных мирах. Если монада данной личности существовала до разделения мира на несколько временных потоков, то есть на несколько параллельных миров, в каждом из этих миров будут существовать отражения этой личности. Все отражения одной личности связаны между собой и взаимодействуют в зоне воздуха. При рассмотрении поведения личности можно выделить внешние факторы и внутренние, каждый из которых можно разделить на категории. При рассмотрении сознания, ментального тела с помощью магического видения можно выделить отдельные факторы, формирующие поведение данного человека в настоящем времени.